Шивас является одним из членов Панчататтвы. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Tattva means truth. Таттва означает истина. And Pancha means the five truths. А Панча означает то, что этих истин 5. So 5 spiritual truths appeared. First, Lord Chaitanya. Так явилось 5 таких истин. Первый это Господь Чайтанья. So Lord Chaitanya is directly Krishna. Господь Чайтанья это непосредственно Кришна. Not an expansion. Не является его экспансией. Not an incarnation. Не является инкарнацией. He's directly Krishna. Он является непосредственно самим Кришной. But we know he is in the mood of Radharani. Как мы знаем, он находится в настроении Радхарани. Krishna Das Kaviraj writes. Кришнадас Госвами пишет. Radha Bha Prabhu Sada Abhiman. Sada means always. Сад означает всегда. Abhiman means conception. Абхиман означает отождествление. So Mahaprabhu always had the conception of Radha Bha. Махапрабху постоянно всегда отождествлял или пребывал в Радхабхаве. But he kept it hidden. Но однако он это скрывал. For the first 24 years of his life. Первые 24 года он скрывал это. But then when he went to Jagannath Puri, it came out more and more. Но когда он переехал жить в Джаганнатхапури, то это проявлялось все больше и больше. And Srila Krishna's Kaviraj explains day by day his Radha Bha came out more and more. Святых Госвами объясняет, что с каждым днем эта Радха-бхава проявлялась в нем все больше и больше. So then Lord Nityananda is the expansion of God. Затем идет Господь Нитьянанда вторым. Он является экспансией Бога. So Nitai, Lord Nityananda is the expansion. И Господь Нитьянанда, Нитай, является экспансией. Bhakta Sarup. And then Bhakta Avita, the incarnation, is Advaita Acharya. Затем инкарнацией Аватарой является Адвайта Ачарья, who is Mahavishnu. который является Махавишну. So the first 3. Итак, первые 3. Directly Krishna. Непосредственно сам Кришна. Lord Chaitanya. Это Господь Чайтанья. Then Nitai, the expansion. Нитай, экспансия. And then Advaita, the incarnation. И Адвайта, инкарнация. These are all a little different. И между ними есть небольшие различия. Yeah. Sometimes, at least in English, the word incarnation is synonymous with expansion, which is synonymous with avita. But in Sanskrit, the words are all a little different. Иногда на английском эти слова, как инкарнация, экспансия или аватара, все это звучит как-то похоже немного, но на санскрите все это разные слова, имеющие разные значения. Sanskrit is a very subtle language. Санскрит довольно тонкий язык. Just like in Madhya Lila, chapter 24. Например, в Мадхья Лиле, 24 главе. Lord Chaitanya describes the Atmaramadas. Там Господь Чайтанья описывает, дает объяснение стиху от Марамы. Now, he explains the definition. He gives 7 definitions of the word Atma. И там он, объясняя слово «атма», дает 7 значений. So what does Atma mean? Он дает 7 объяснений слова «атма». Oh, great scholars of Kiev. Какие эти 7 значений слова «атма»? Скажите, великий ученый Киева. Atma means? «Атма» означает что? Soul. But if you read in Bhagavad Gita, но если вы почитаете Бхагавад-гиту, chapter 6, 6 главу, text 3, текст 3, Prabhupada says Atma means body, it can be mind, or it can be the soul. Прабхупада говорит, что атма может означать тело, ум или душа. And then in chapter 24 of Madhya Lila, 7 different types of definition of Atma. А в 24 главе Мадхья Лилы приводится 7 различных объяснений или значений слова атма. The mind, Ум, body, тело,
Atma, referring to the absolute truth. Атма касательно абсолютной истины. It means intelligence. Это может означать разум. It means firmness or driti. Может означать решимость или дрити. Atma also refers to your swabhav. И атма также относится к вашей свабхаве. Swabhav means your mental makeup. Свабхава означает ваше психофизиологическое предрасположенное состояние. So according to the different context, it has different meanings. В соответствии с разным контекстом это слово может означать разные вещи. That's why there has to be an explanation. Поэтому должно быть объяснение, Commentary. то есть комментарий. And the commentary on scripture is more important than the original text. И комментарии в священных писаниях иногда более важны, чем сам изначальный текст. And the commentary is called a tika. Комментарии называют тика. And that's more important than the original translation. И они более важны, чем изначальный сам перевод текста. In the early days, 1967-68, Prabhupada had not printed the Bhagavad Gita. В ранние дни, еще в 1967-68 годах, Шрила Прабхупада еще не издал Бхагавад-гиту. So we were using Dr. Radha Krishna's Bhagavad Gita. И мы использовали Бхагавад-гиту доктора Рада Кришна. And Dr. Radha Krishna is Mayavadi. А доктор Рада Кришна он Майявади. And what does Shastra say about Mayavadi? А что шастры говорят о Майявади? Mayavadi Krishna Aparadi, the worst offenders. Что они являются наиболее худшими оскорбителями Кришны. But we were using, and Prabhupada allowed us to use his Bhagavad Gita. Но мы использовали, и Прабхупада разрешил нам это делать, его Бхагавад-гиту. And Prabhupada said the translations were good. И Прабхупада сказал, что перевод самих текстов был хорошим. The commentary was nonsense. Однако, что касается комментариев, там была чушь всякая написана. So we were not allowed to read the commentary. И поэтому он не разрешал нам читать комментарии. The translation was good. Однако сам текст, перевод текста был хороший. So the tika is more important. Поэтому тика более важна. It's the commentary. Сами комментарии. So we have Lord Chaitanya, directly Krishna. Итак, у нас есть Господь Чайтанья, который является самим Кришной. Nitya is Sarup, expansion. Нитая — это Саруп, его экспансия. Advaita is incarnation. Адвайта — инкарнация. And then we have the fourth one, the energy of Krishna. И четвертый представитель, четвертая истина — это энергия Кришны. Bhakti Shakti. Бхакти, Шакти. Shakti means energy. Шакти означает энергия. Now the Lord has many different energies. У Господа есть множество разных энергий. He has the material energy, У него есть материальная энергия, which is made up of earth, water, fire, air, ether. которая состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Sat, Chit, Ananda, three more energies. А есть у него еще три энергии: Сат, Чит, Ананда. But which is the most important of all of Krishna's energies? Но из всех энергий Кришны какая является наиболее важной? Prabhupada writes in the introduction to Chaitanya Charitamrita. Во введении Читания Чаритамриты Шрила Прабхупада пишет: Hladini Shakti, это Хладини Шакти. or the pleasure-giving potency, is the most important of all of the energies. Он говорит, что энергия Кришны, дарующая блаженство, является наиболее важной из всех многообразных энергий Кришны. And that pleasure-giving potency is personified by Radharani. И Шримати Радхарани является олицетворением этой энергии блаженства. Mahabhav Sarupini is personified by Radharani, Hladini Shakti. Махабхав Сарупини. Радхарани является олицетворением Хладини Шакти. So Bhakti Shakti is the incarnation of Radharani. И Бхакти Шакти — это воплощение Радхарани. And that is Gadadhar. И это Гададхар. Gadadhar Pandit. Гададхар Пандит. But there's two Gadadhars. Ну, мы знаем, что было два Гададхара. Gadadhar Pandit, Gadadhar Das. Был Гададхар Пандит и Гададхар Дас. Different. Это разные личности. And yet the same. И в то же время одинаковые. Gadadhar Pandit is directly Radharani. Гададхар Пандит является непосредственно
самой Радхарани. And Gadadhar Das is an incarnation of the effulgence of Radharani. Гададхар Дас был воплощением сияния Радхарани. But even more than that, Gadadhar Das is also an incarnation of one of the gopis who associates with Balaram. Также Гададхар Дас был воплощением одной из гопи, которая была спутницей Господа Баларама. So he's two people in one. Таким образом, в нем умещались две личности, два воплощения. Gadadhar Das. Гададхар Дас. It's called Chandrakanti, the effulgence of Radharani. Chandrakanti, воплощение сияния Радхарани. And he's an incarnation of a gopi who associates with Balaram. Также говорится, что он был воплощением гопи, которая была спутницей Баларама. That's why in Adi Lila chapter, Chaitanya Charitamrita, поэтому в Ади-лиле, читаем Чаритамрите, Gadadhar Das is counted as one of the branches of Nityananda. Гададхар Дас относится к одной из ветвей, идущих от Господа Нитьянанды. So you may ask, well, why is he one of the branches of Nityananda? Можно спросить, почему же он является одной из ветвей, отходящих от Нитьянанды, If he's the effulgence of Radharani. если он сияние Радхарани? Because he has two personalities. Ответ таков, что в нем умещались две личности. And one is the follower of Balaram. И одна эта личность была последовательницей Баларама, Punaranda. Пунаранда. It's mentioned in the book. Это говорится, упоминается в комментарии. So Gadadhar is Bhakti Shakti. И Гададхар является Бхакти Шакти. And then Shrivas is the devotee. И затем Шривас, воплощение преданного. So Shrivas is actually an incarnation of Narada Muni. Шривас является воплощением Нарады Муни. And Shrivas originally had 4 brothers. У Шриваса было 4 брата. His eldest brother died when he was young. И старшие братья умерли, когда он был еще молод. His eldest brother was called Nalini Pandit. А старшего брата его звали Налини Пандит. And he died when when Nalini Pandit died when his wife was pregnant. Actually, he died. Elder brother. Nalini Pandit. И Налини Пандит умер, когда его жена была беременна. But then his wife gave birth to a baby. Затем его жена родила ребенка, who was called Narayani. Которого назвали Нараяни. And she gave birth to Vrindavan Das Thakur. И она родила уже Вриндаван Дас Такура, who wrote Chaitanya Bhagavata. который написал читание Бхагавата. So even in Lord Chaitanya's pastimes, somehow by divine arrangement, this pure devotee died at a young age. И даже в играх Господа читания происходили такие вещи, что чистые преданные умирали в юном возрасте по устройству Кришны. You may ask, well, why did he die? Можно спросить, почему же он умер? This is the inconceivable plan of Krishna. Но это является непостижимым планом Кришны. We can't really question why Krishna sanctions that someone dies young and someone lives to an old age. Мы не можем спрашивать Кришну или призывать его к ответу, почему это кто-то умирает в молодом возрасте, а кто-то живет долго. But whatever Krishna does with his devotees is a perfect arrangement. Но что бы Кришна ни делал со своими преданными, все это происходит по его совершенному устройству. Like all of you are going through your tests. Каждый из вас проходит через свои испытания. You're going through your vipada difficulties. У каждого есть свои випада, свои трудности. Клеш. You're going through your troubles. Каждый проходит через свои неприятности. Sometimes it can be health. Иногда это может быть здоровье. Sometimes domestic wife or husband problems. Иногда это могут быть какие-то домашние проблемы между мужем и женой. Many times it'll be financial problems. Очень часто бывают финансовые проблемы. Especially if you're grihastha. В особенности, если вы грихастхи. But you should remember that Krishna is perfect. Но вы должны помнить о том, что Кришна является совершенным.
And Krishna's plan is also perfect. И план Кришны также совершенен. И у Кришны есть совершенный план на вас. And the purpose of his plan is to purify you. Целью этого плана является очистить вас Through the fire of ordeal. через огонь страданий. So actually this is Krishna's plan for all jivas. И таким образом это у Кришны есть план на всех джив. To purify them. Для того, чтобы очистить их. So they can exchange pure loving devotion with him. Чтобы они могли обмениваться чистой любовной преданностью с ним. But for the devotee even more so. Это еще в большей степени относится к преданным Господа. Krishna takes a personal interest in his devotees. Кришна лично участвует в судьбе своих преданных. Then you may say, well, that's Shuddha Bhaktas. Вы можете сказать, ну, конечно, это Шуда Бхакти. That's Uttama Bhagavats. Это Уттама Бхагаваты. No, even lower devotees. Но нет, даже преданные на более низких уровнях. Krishna takes a personal interest. Кришна лично участвует в их жизни. And Jiva Goswami has given a wonderful example. Джива Госвами приводит замечательный пример. That the king is in charge of all the citizens in his kingdom. Он говорит, что царь заботится или отвечает за всех жителей своего царства. It's called, anyone that's born in the kingdom is called Praja. Каждый, кто рождается в его царстве, относится к нему как праджа. Whether it's a human being or animal. Будь то человек или животное. And the king is responsible for all living entities in his kingdom. И царь отвечает за все живые существа в своем царстве. But he doesn't personally look after them. Но не совсем обязательно, что он лично за всеми ими ухаживает. He has representatives. У него есть его представители, Like такие как ministers, министры etc. и так далее. Now the king also has a wife Но у царя также есть жена, and children. дети. That he personally looks after them. И вот о них он заботится лично. So in the same way, Krishna deals with all the jivas. Подобным же образом Кришна заботится о всех дживах. But the non-devotee jivas, but he deals with them from a distance. С дживами, которые не являются преданными. И делает он это на расстоянии. Through the demigods. С помощью различных полубогов. Through material energy. Через материальную энергию. But as far as his devotees are concerned, А что касается его преданных, he deals with them personally. он лично о них заботится. So Krishna is dealing with all of you very personally. Поэтому Кришна со всеми вами имеет очень личные отношения. And he has this plan to purify you. И у него есть план по тому, как очистить вас. And actually, he wants you to go back to Godhead more than you want to go back. И он хочет того, чтобы вы вернулись в духовный мир даже больше, чем вы сами того хотите. He has more love for you than you have for him. У него, он любит вас сильнее, чем вы любите его. He's more concerned and more attached to you than you are to him. Он более привязан к вам и заботится о вас, чем вы. So he has this plan. Поэтому у него есть план. And because Krishna is perfect, his plan is also perfect. Поскольку сам Кришна совершенен, его план также совершенен. This is described in the first canto, chapter 13 by Prabhupada in a purport. Шрила Прабхупада пишет об этом в своем комментарии к первой песне Шримад Бхагаватам, 13 глава. Anyhow, I know it off by heart. В любом случае, знаю наизусть. So Krishna's plan is perfect. Там говорится, что план Кришны совершенен. But we may not like it. Может, конечно, он нам и не нравится, But that's something else. но это уже другой вопрос. We're very attached to our family, our health. Мы очень привязаны к нашей семье, к нашему здоровью. We're attached to pratishta. Привязаны к пратиштхе. What's pratishta? Что такое пратиштха? Prestige, name and fame. Престиж, имя, слава. Even as devotees, sometimes we think, I am a big devotee. Даже мы иногда про себя думаем, что я такой великий, преданный. I'm an important scholar. Я какой-то важный ученый. I'm a good pujari. А я вот, например, очень хороший пуджари. So, this is upasakagana, unwanted creepers. Все это является упасакхагана, нежелательными соленками.
unwanted weeds in the heart. Нежелательными сорняками в нашем сердце. So Krishna has his plan to purify us. И у Кришны есть план по тому, как очистить нас. So the point is, we should have faith that whatever happens to us as devotees is sanctioned or ordained by Krishna. Поэтому у нас должна быть вера в то, что все то, что происходит с преданными, происходит в знании. Кришна знает об этом и дает на это санкцию. It's all, as far as devotees, everything is ordained by Krishna. Все, что происходит с преданными, все это происходит по устройству Кришны. Everything is sanctioned by Krishna. Кришна на все это дает свою санкцию. Prabhupada said once, you should know firmly, without Krishna's desire, nothing happens. Шрила Прабхупада говорил, что вы должны знать это твердо, что без желания Кришны, без санкции Кришны ничто не происходит. So that includes everything in our life. И сюда входит все то, что происходит в нашей жизни. Because sometimes we get reversals. Потому что иногда бывают в жизни наступают какие-то трудные моменты. We even blame Krishna. И мы можем обвинять Кришну. This is human psychology. Так устроена человеческая психика. That a devotee should have jita, shraddha, deep faith. Но у преданного должна быть дрида шрада, сильная, глубокая вера. That whatever happens in my life в то, что все, что происходит в моей жизни, is ordained by Krishna. Все устроено Кришной. It's the hand of God. Все происходит под рукой Бога. So Shrivas, his elder brother, died. И таким образом умер старший брат Шриваса. Then he had 3 other brothers. Но у него было еще 3 брата. Shri Ram was an incarnation of Parvat Muni. Шри Рам был воплощением Парват Муни. And then Shrivas himself is Narada Muni. И Шривас сам был воплощением Нарады Муни. And then he had 2 other brothers. И у него было еще 2 брата. So when he was young, he lived in Navadvip. Когда он был еще молод, он жил на Навадвипе. And at that time, Nimai Pandit, Lord Chaitanya, was exhibiting his pastime of being a scholar. И в то время Нимай Пандит или Господь Чайтанья проводил свои игры как ученого. And Nimai Pandit used to argue with him. Нимай Пандит спорил с ним. And defeat him in debate. И он разбивал его в этих спорах. At that time, Nimai Pandit was not displaying bhakti. В то время Нимай Пандит еще не проявлял, не показывал всем бхакти. He was keeping it hidden. Он скрывал это. So, then of course Lord Chaitanya, he went to Gaya. Затем Господь Чайтанья отправился в Гаю. And in Gaya he met Ishvarapuri. И в Гае он встретил Ишварапури. He took initiation. И там он получил инициацию. So what does this teach us? И чему это учит нас? That everyone should take shelter. Что каждый должен принять прибежище. And the word is ashraya. И слово называется ашрая. Krishna took shelter and surrendered to his guru called Sandipani Muni. Кришна принял прибежище и предался своему гуру Сандипани Муни. And Lord Chaitanya took shelter of Ishvarapuri. Господь Чайтанья принял прибежище у Ишварапури. And Ishvarapuri was the disciple of Madhavendrapuri. Ишварапури был учеником Мадхавендрапури. And Madhavendrapuri was the disciple of Lakshmipati Tirtha. А Мадхавендрапури был учеником Лакшмипати Тиртхи. So the tradition is one takes shelter of spiritual master. Такова традиция, что необходимо принять прибежище у духовного учителя. But spiritual master, the word guru, is plural. Духовный учитель или слово гуру имеет множественное число. Guru means a guide. Гуру означает тот, кто ведет нас. You may have many guides. И у нас может быть много таких личностей. Vātma Pradakshika Guru. У нас может быть Варма Прадакшика Гуру. He first teaches you about Krishna. Это тот, кто впервые дает вам знание Кришны.
You may never see him again. И вы можете больше его не увидеть даже. Or her. Или ее. But you should respect Bhakti Pradakshika Guru. Однако, тем не менее, нужно уважительно относиться к Партха Прадакшика Гуру. In 1973, I was walking in my hometown in England. В 1973 году я шел по своему городу, в котором родился. Called Oxford. Этот город называется Оксфорд. It's an old place. It goes back 1,000 years. Довольно старый город, насчитывает уже 1000 лет. And on the other side of the street, I heard a kirtan. И на другой стороне улицы я услышал киртан. And the devotees were having a big kirtan, and it was like echoing and making a lot of noise. Преданные пели громкий киртан, и все это давалось эхом, и было много шума. And in those days, I didn't like a lot of noise. В те времена мне не нравился шум. So I crossed the road. Поэтому я решил перейти на другую сторону улицы. And I looked the other way. И посмотрел в другую сторону. And I walked straight into my Partha Pradakshika Guru. И в этот момент натолкнулся прямо на своего Партха Прадакшика Гуру. Prabhu Vishnu Maharaj. На Прабху Вишну Махараджа. And he smiled at me. И он мне улыбнулся. And I thought, "Ooh, who's this?" И я подумал, о, кто это? And he said, "We're having a festival tonight in the town hall. И он сказал, сегодня вечером у нас будет праздник в городском зале. Would you like to come?" Не хочешь прийти? I said, "Da." And then he asked me for donation. И сказал, а затем он попросил у меня пожертвования. You know how devotees are always very good at getting donation. Вы знаете, да, что преданные всегда очень хорошо могут просить пожертвования. And I don't know how it happened, but all my pockets were empty. I gave them all my money. Я не знаю, как это вообще случилось, но я опустошил все свои карманы и отдал ему все деньги. And then he was gone. И он тут же пропал. So quick. Очень быстро. So I had a ticket. Но у меня уже был билет. That's my Partha Pradakshika Guru. Таким образом, он является моим Партхой Прадакшиком. I always remember that. Я всегда помню это. And then I went to the town hall that evening. Тем вечером я пошел в этот зал. And I met my second Partha Pradakshika Guru. Там я встретил своего второго Партха Прадакшика Гуру. His name is Janananda Maharaj. Его зовут Джанананда Махарадж. He took sannyas last year. В прошлом году он принял саньясу. And he was very nice to me and he preached to me. Он очень хорошо обошелся со мной, проповедовал мне. So I offer my pranam prayers to these two every day. И каждый день им двоим я предлагаю, повторяю их пранамы. Because they helped me 35 years ago. Потому что они мне помогли 35 лет назад. And then so many Siksha Gurus will help us. Также нам могут помогать множество Шикша Гуру. Give us advice. Они могут давать нам советы. And sometimes Siksha Guru can be like a teacher at school. Иногда Шикша Гуру может быть подобен учителю в школе. In other words, when you're in class 5, you have a teacher. Например, вы в 5 классе, и у вас есть учитель. But when you go to class 6, you have a different teacher. Однако в 6 классе у вас уже другой учитель. But still, you respect that teacher in class 5. Но тем не менее, все равно мы уважительно относимся к этому учителю, который у нас был в 5 классе. So different types of Siksha Guru may be there. Поэтому могут быть разные типы Шикша Гуру. And then Diksha Guru may give you initiation. Затем Дикша Гуру это тот, кто дает нам инициацию. And Prabhupada has written, Siksha Guru and Diksha Guru are equal manifestations of Krishna's mercy. И Шрила Прабхупада пишет, что как Шикша, так и Дикша Гуру являются равным проявлением милости Кришны. And then of course there's Chaitya Guru. Конечно, также есть еще Чайтя Гуру. The Lord in the heart. Это сам Господь, находящийся в нашем сердце. Like in the 11th canto of the Bhagavatam. В 11-й песне Бхагаватам It describes Krishna is telling Uddhava 24 different types of Siksha Gurus. Кришна рассказывает Уддхаве о 24 различных Шикша Гуру. And one of them is the tree. Одним из них, например, является дерево. And the word is parata, ekanta, samava, shishinatai,
Parata, ekanta, sambhava. И вот там используются слова аппарата и канта самбава. This is very good for all of you. Это очень благоприятно для всех. Say now, parata. Скажите, пожалуйста, аппарата. Parata. Ekanta. Ekanta. Sambhava. Sambhava. So the word parata means for other people's benefit. Слово аппарат означает то, что направлено на благо других людей. And the word swata means selfish for yourself. А слово сват означает эгоистичное, направленное на самого себя. So parata means for other people's benefit. Парат означает для блага других людей. And ekanta comes from the word ek. Эканта происходит от слова эк, which means only or solely. Что означает единственное. And sambhava means reason for living. Самбхава означает причина для жизни. So the only reason for a sadhu to live И перевод такой, что единственная причина, ради которой живет садху, is for other people's benefit. Это благо других людей. That's the only reason for a sadhu. Это единственная причина, ради которой должен жить садху. To exist. Чтобы он, причина его жизни и существования. Is for other people's benefit. Он должен приносить благо другим людям. Yes. And when I read that, I thought of Prabhupada. Когда я прочитал это, я вспомнил Прабхупаду. How Prabhupada's life was only for the benefit of other people. Как жизнь Прабхупады была направлена только лишь на благо других людей. Would you agree? Вы согласитесь со мной? He leaves Vrindavan at the age of 70. Он в 70 лет покидает Вриндаван. His birthday, 70th birthday, was on the Jaladuta ship. И свой 70-е день рождения отмечает на борту Джаладуты. Now why? И ради чего? Because he wanted to give Krishna consciousness in the West. Потому что он хотел распространить сознание Кришны на Западе. For the benefit of others. Для блага других. And then he starts the movement in America. Затем он начинает движение в Америке. For the benefit of others. Все это для блага других. Even we look at his daily schedule. Даже если посмотреть его расписание дня, rises early in the morning and translates Bhagavatam. Просыпается рано утром и переводит Бхагаватам. Now why? Зачем? Not for his benefit. Не для собственного блага. It's for our benefit. Для нашего блага. So we can read. Для того, чтобы мы могли читать. He didn't need to translate it. Ему для себя не надо было все это переводить. It was for our benefit. Это было сделано для нашего блага. This is called swata. Называется Parata. Называется парата. And then he would go for morning walk. Затем он ходил на утренние прогулки. And again he would discuss with his disciples. И опять-таки даже на них он обсуждал что-то со своими учениками. Like many morning walks with Шрилы Госвами, the scientist, he's exposing and defeating scientific atheistic philosophy. И, например, во множестве этих утренних прогулок со Сварупой Госвами он раскрывал, разоблачал ученых и всю эту атеистическую теорию. He is educating his disciples how to preach. Он обучает своих учеников тому, как проповедовать. Many times in the morning walk. Очень часто он делал это на утренних прогулках. That was his purpose, teaching his disciples. Такова была его цель – обучить своих учеников. One time Prabhupada was going on morning walk. Однажды Прабхупада шел на утренней прогулке. I think it was in Michigan. It was in America. Это было в Америке. And there was a beautiful house over there. There was a very big mansion in the corner of the park. И там на краю парка был очень большой дом. It was Detroit. Это было в Детройте. And one of the devotees said, Srila Prabhupada. И один из преданных сказал, Шрила Прабхупада. That house belongs to one of the richest men in America. Этот дом принадлежит одному из самых богатых людей в Америке. I mean, this man, he's a billionaire. Этот человек миллиардер. And he's made his money from oil. Он заработал деньги на нефти. And Prabhupada said, yes. Прабхупада сказал, ну да. What would you do if you met him? Что бы ты сделал,
если бы встретил его. Prabhupada said, what would you say to him? Прабхупада сказал, что бы ты ему сказал? Now, Prabhupada is training his disciples. Таким образом, Прабхупада обучает своих учеников. So one disciple said, Srila Prabhupada. И один из учеников говорит, Шрила Прабхупада. I would tell him, Я бы ему сказал. the law of karma. Я бы ему рассказал о законе кармы. That if you take, you'll get reaction. Я бы ему сказал, что если ты что-то берешь, за это тебе придет реакция. And then someone else said, Srila Prabhupada. Затем другой, кто сказал, Шрила Прабхупада. I would tell him about our Food for Life program. Я бы ему рассказал о нашей программе Food for Life. With the idea of asking for donation. С тем, чтобы потом попросить пожертвовать. And then someone else said, Srila Prabhupada. Затем еще кто-то говорит, Шрила Прабхупада. I would tell him about the soul. Я бы ему рассказал о душе. And then Prabhupada stopped and he looked at his disciples. Затем Прабхупада остановился, посмотрел на своих учеников. And he said, Nit. Он сказал, нет. He said, you will tell him, my dear sir, you are a thief. Вы должны ему сказать, мой дорогой сэр, вы вор. You are a thief. Вы вор. And you're stealing from God. Вы крадете деньги у Бога. You will suffer. И вы будете страдать. So Prabhupada is teaching us. Так Прабхупада учил нас. Now you might think, wow, that's a bit heavy. И вы можете, конечно, подумать, но это чересчур уж резко. And it's true. И это правда. Prabhupada could say that and maybe we can't. Прабхупада мог так говорить, и может быть мы не должны так делать. Like, you know, if you meet big, rich Ukrainian millionaire, billionaire. Например, если мы встретим какого-то богатого украинского миллионера или биллионера. And you call him a thief. И в лицо ему скажете, что он вор. You know, the mafia may shoot you or something. Наверное, мафия может застрелить вас. Yeah. So Prabhupada had that potency. Просто у Прабхупады было такого рода энергия, шакти. The story continues. Однако у этой истории есть продолжение. That Prabhupada put this into, he showed how you do this. Прабхупада просто показал, как это делается. So a year later, Prabhupada was in Mayapur. Годом позже Прабхупада был в Майяпуре. And he was going on a morning walk. И он шел тоже на утренней прогулке. And you know that long building in Mayapur? Знаете, если в Майяпуре это длинное здание, long building. Well, he was walking on the top of the building. И они ходили по крыше этого длинного здания. And his disciples were with him. С ним были ученики. And there was a Bengali businessman. Там был один бизнесмен из Бенгалии. And he was walking next to Prabhupada. Он шел рядом с Прабхупадой. And then as Prabhupada was walking, he said to the gentleman, И когда Прабхупада шел, он сказал этому джентльмену. So what do you do? И он спросил, так чем вы занимаетесь? And the Bengali businessman said, oh, I'm a businessman. И этот бизнесмен сказал, да, я бизнесмен. I sell glass. Я продаю стекло. And Prabhupada said, yes. Прабхупада сказал, да неужели? Now where does glass come from? А скажи-ка мне, откуда же стекло проявилось? Откуда оно появляется? And the businessman said, silicon. Он сказал, из песка, из кремния. It's a chemical, silicon. Кремний. So then Prabhupada said, yes. And where does silicon come from? И Прабхупада говорит, да, но откуда же этот кремний берется-то? So the businessman, he was a little bit pious. А этот бизнесмен был таким немного благочестивым. And he understood what Prabhupada was getting at. И он понял, к чему клонит Прабхупада. And he answered, the silicon comes from Bhagavan, God. И он сказал, что этот кремний дает Бхагаван, Бог. And then Prabhupada said, oh, so you're a thief? И Прабхупада сказал, да, это значит ты вор. So then the man went quiet. И этот бизнесмен уже вел себя потише. And they carried on walking. Так они продолжали гулять. And the man was thinking for an answer. И этот человек, он думал об этом ответе. Like Prabhupada, the big guru, who had called him a thief. Он думал, вот Прабхупада, великий гуру, назвал его вором. So the man was thinking, how can I defend myself? И этот человек думал, как же мне себя оправдать? So after 15 minutes, the man said, И спустя 15 минут он начал говорить. but Prabhupada,
I give donation to the temple. Он сказал, однако, Прабхупада, я даю пожертвования в храм. And then Prabhupada said, oh, so you're a small thief. И Прабхупада на это сказал, ну тогда ты маленький вор. So Prabhupada put this into practice. Таким образом, Прабхупада это показывал на практике. But he did it so nicely. Он делал это так, однако, хорошим образом. So, Parata Ekanta Sambhava. Prabhupada's life was for others. Таким образом, жизнь Прабхупады была направлена на благо других. And on his morning walk, he would try to train his disciples. И на своих утренних прогулках он пытался учить учеников. And also, you should play Prabhupada's morning walks. You'll find them very interesting. Вам надо также, я рекомендую слушать утренние прогулки Шрилы Прабхупады. Думаю, вы там найдете много интересного. Because often Prabhupada talks about things about his life. Потому что там часто Прабхупада говорит о каких-то вещах в своей жизни. It's very interesting, the morning walks. There's not so many, about 200. Их не так много, этих утренних прогулок, около 200, но они очень интересны. For instance, Prabhupada's wife gave birth when she was 14. When she was 14, she gave birth. Жена Прабхупады родила первого ребенка, когда ей было всего 14 лет. So it's interesting, you learn a lot. Таким образом можно узнать какие вещи. So then Prabhupada would come back from morning walk and give Bhagavatam class. Когда Шрила Прабхупада возвращался с утренней прогулки, он давал лекцию по Бхагаватам. Again, that was for the benefit of others. Опять это было направлено на благо других. And then in the morning he would answer letters. Затем утром он отвечал на письма. And in the afternoon he would have sometimes darshan and meet with different people. После обеда он встречался с разными людьми, давал даршаны. Evening he would do big programs. По вечерам проводил большие программы. In South Africa, Prabhupada did about 7 big programs in the evening. В Южной Африке, когда был Шрила Прабхупада, он провел около 7 больших таких программ. So this was for the benefit of others. Все это было направлено на благо других. And then he used to travel. И также Шрила Прабхупада путешествовал. Now it's not very nice traveling around, especially when you get older. И нет ничего особенно хорошего, в особенности, когда мы уже в преклонном возрасте путешествуем по всему миру. Prabhupada said it took 10 years of his life. Шрила Прабхупада сказал, что у него эти путешествия забрали 10 лет жизни. They say, according to Ayurveda, every time zone you take 1 day off. В соответствии с Айурведой говорится, что когда мы меняем часовой пояс, нужно день отдыхать. But Prabhupada sacrificed for others. Но Шрила Прабхупада принес такую жертву ради других. So this is parata. И вот это парарта. Ekanta Sambhava. Prabhupada's sole purpose in living was to sacrifice his life to others. Единственной целью жизни Шрилы Прабхупады было то, чтобы пожертвовать эту жизнь на благо других. And in the 11th canto, Lord Krishna says, this we must learn from the tree. И в 11-й песне Шримад Бхагаватам Кришна говорит, что это мы можем научиться у дерева. Therefore, we should become the disciple of the tree. Поэтому мы должны стать учениками дерева. Sadhu Sisya Naga Sisya Paratmanam. One should become the disciple of the tree. Там говорится, что надо быть учеником, стать учеником дерева. Because the tree, when it's hot, it gives shade. Когда жарко, дерево дает тень. But the tree itself is burnt. Однако само дерево, оно находится на солнце. When it's raining, the tree can give shelter. Когда идет дождь, дерево также дает прибежище. But the tree itself gets wet. Однако само оно мокнет. Then the tree sustains many other living beings, maintains many other living beings. Также дерево поддерживает жизнь многих других живых существ. Like birds live in the tree. В дереве живут птицы, Squirrels. также насекомые живут в дереве. And then when someone cuts the tree down, А если кто-то срубает дерево, the tree doesn't complain. дерево не жалуется. And then he gives its body, and you burn the body for wood in a fire. И затем оно жертвует, дает свое тело, это тело потом сжигает в огне. This is why Lord Chaitanya has said that important verse. Поэтому Господь Чайтанья произнес этот важный стих.
One should be tolerant as a tree. Что необходимо быть терпеливым, как дерево. So Lord Krishna, he gives this as an example. Tree is Siksha Guru. Поэтому Господь Кришна привел дерево в качестве примера одного из шикша-гуру. And we should become disciple of tree. И мы должны стать учениками дерева. It's one of the examples. Это один из примеров. Another example is water. Еще одним примером является вода. When you hear the sound of water, it's very pleasing. Когда мы слышим звук журчащей воды, это очень приятно. Would you agree? Вы согласны? The trickling sound of water is very pleasing to the mind. Журчащий звук воды очень приятен нашему уму. So when the sadhu speaks, it's very pleasing to the mind. Когда говорит садху, то это также очень приятно для ума. Just like the water. Подобно журчанию воды. Then the water is transparent. Вода является прозрачной. So a sadhu should be transparent. Садху также должен быть прозрачен. He has Krishna in his heart. У него в сердце есть Кришна. There's no dupliciousness. И не должно быть никакого двуличия. There's no like politics. Не должно быть никакой политики. He's transparent. Он должен быть прозрачен. And then thirdly, if you put your hand in your mouth or you contaminate, then you put drops of water on your hand. И когда мы загрязняем или оскверняем руку, касаясь рта, то мы капаем на эту руку водой. Like achana. Например, делаем ачаману. So water purifies. Таким образом, вода очищает. So sadhu purifies. И садху также очищает. Therefore, for sadhu, water is also Siksha Guru. Поэтому для садху вода также является шикша-гуру. This is all in the 11th canto, chapter 7. Все это описывается в 11 главе, в 11 песне, в 7 главе. So, yes, Lord Chaitanya used to dance in Shiva Sangam. И Господь Чайтанья танцевал в доме в Шива с ангелами. And sometimes the neighbors would complain. И иногда соседи Шиваса жаловались. This is interesting, like in Ukraine during communist time, and even now, you probably have neighbors who complain. Как интересно, что на Украине сейчас у вас есть соседи, которые жалуются, наверное, вокруг храма. It was the same 500 years ago. То же самое происходило 500 лет назад. You know, they were complaining about Lord Chaitanya and Nityananda dancing. Они жаловались на то, что Господь Чайтанья и Нитянанда танцуют. So Shivas became a little frightened. И Шивас слегка испугался этого. So Lord Chaitanya is omniscient. He's in the heart of everyone. И Господь Чайтанья, будучи всеведущим, тем, кто находится в сердце каждого, So he wanted to encourage Shivas. он захотел приободрить Шиваса. Now at that time, Lord Chaitanya hadn't shown his form. До того момента Господь Чайтанья еще ни разу не проявлял свою форму. So he showed his form as Nrsimhadev. И тогда он проявил свою форму как Господа Нарсимхадева. To Shivas. Явил ее Шивасу. He also showed his form as Lord Narayan to Shivas. Также он Шивасу показывал свою форму Господа Нараяна, To encourage Shivas. чтобы вдохновить его. And why Lord Narayan? А почему именно Господа Нараяна? Because Shivas' Istadevata or worship of Lord is Narayan. Поскольку Господом, которому поклонялся Шивас, был Нараяна. Not Rama or Krishna. Ни Рама, ни Кришна. Yeah. So we also want darshan of our Istadevata. Мы также хотим получить даршу нашего Иштадевата. But at the lowest stage you may not know who is your Istadevata. Однако еще на начальных стадиях, может быть, нам неизвестно, кто наш Иштадевата. So Prabhupada said just worship Krishna. И Прабхупад предложил нам просто поклоняйтесь Кришне. Because Krishna includes all expansions. Поскольку Кришна включает в себя все воплощения. Like Nrsimhadev or Balaram or Ram. Симадева, Балараму, Раму. And gradually as you become more advanced, И постепенно, по мере духовного продвижения, you'll become more attracted towards a particular form вас привлечет какая-то одна определенная форма Господа. and a particular relationship. И вас привлекут определенные отношения с Господом. So all jivas have one of 5 relationships with Krishna. У всех жив могут быть одно из 5 отношений с Кришной. Either Shantaras, Это может быть либо Шантарас, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. либо Дасья, Саки, Ватсали и Мадхури. There's
There's only 5 eternal relationships. Всего существует 5 основных вечных отношений с Кришной. Not 6 or 7. Их не 6 и не 7. And you don't choose this relationship. И мы не можем выбирать эти отношения. It's already inherent within you. Они уже заложены внутри нас. And the practice of sadhana bhakti brings it out. И практика садхана бхакти проявляет их. So the relationship you want with Krishna or the Lord will determine what form of the Lord. И вот эти отношения, которые есть у нас с Кришной, будут определять, какова эта форма Кришны. And will also determine the abode that you're attracted towards. И также это определит ту обитель, которая вас будет привлекать. Yeah. This comes a little later in our practice of bhakti. Однако это уже придет немного позже в нашей практике бхакти. We should aspire to understand our relationship with Krishna. Мы должны пытаться стремиться к тому, чтобы осознать наши отношения с Кришной. But we shouldn't do kalpana. Однако не должны заниматься калпаной. And kalpana means we shouldn't imagine. Калпана означает то, что мы не должны что-то себе там воображать. But we should know what is the goal. Мы должны знать, в чем цель. Just like you want to go to India. Например, мы хотим поехать в Индию, On pilgrimage. Совершить паломничество. But you're in Ukraine. Но мы на Украине. But you know how you're going to get there. Но вы знаете, как вы туда доберетесь. Passport, Нужен паспорт, visa, виза, ticket. билет. You're going to go airport. Нужно поехать в аэропорт. So you're not in India. You're here in Kyiv. Вы не в Индии, вы еще в Киеве. But you have to know the process to get to India. Однако надо знать процесс, как доехать до Индии. So we haven't understood our swarup. Поэтому мы еще не осознали нашу сварупу. But there's a process. Но есть процесс. And we should understand that И мы process. должны понять этот процесс. And we should want to understand our swarup. И мы должны хотеть осознать нашу сварупу. Although we're a long way from it. Хотя мы довольно еще можем быть далеко от этого. But we shouldn't imagine. Но мы не должны воображать, что-то This is выдумывать. called sahajiya. Иначе это будет называться сахаджией. So these devotees, we offer our respects to Srivas. И мы выражаем почтение Шривасу. There are many stories I could have spoken, but I got distracted. Я, конечно, еще хотел сказать множество историй, но немного увлекся. Maybe tomorrow we'll talk a bit more about some pastimes of Srivas. Может быть, завтра мы еще обсудим некоторые из игр Шриваса. But Srivas is one of our well-wishers. Однако Шривас является одним из наших We благожелателей. actually have hundreds of На well-wishers. самом деле у нас есть сотни благожелателей. Prabhupada is your main well-wisher. Прабхупада является главным, He's your param guru, является вашим парам-гуру. your own particular diksha guru, Но также таким благожелателем является ваш дикша-гуру, your siksha guru, ваш шикша-гуру. your param guru. Есть также парам-парам-гуру, Srila Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda. Шрила Бхактисиданта Бхактивинода. Hundreds of associates of Lord Chaitanya, Сотни спутников Господа Чайтани, like Srivas, таких как Шривас, like Srinivas. как Шринивас. You know Srinivas is 1/16 the potency of Lord Chaitanya. Вы знаете, Шринивас обладал 1/16 могущества Господа Чайтани. He's an incarnation of Lord Chaitanya's ecstasy. Он является воплощением экстаза Господа Чайтани. All these great personalities that are well-wishers. Все эти великие личности являются нашими доброжелателями. And they see what we're doing here, trying to preach И они видят, что мы делаем здесь, пытаясь проповедовать. in Ukraine. Здесь, на Украине. And they can give so much mercy. И они могут дать много милости. And actually they are giving mercy. На самом деле они дают много милости. Otherwise we wouldn't be sitting here. Иначе мы бы здесь с вами не сидели. We are products of mercy. Мы являемся продуктами их милости. We're not sitting here by our own strength. Мы сидим здесь не благодаря собственным заслугам. We are the recipients of mercy. Мы являемся теми, кто принимает их милость. Bhaktivinoda Thakur wanted Germans, Americans, Indians, Bengalis to come together. Бхактивинода Тхакур хотел, чтобы американцы, немцы и люди других национальностей собрались вместе. Prabhupada wanted to preach in the communist countries. Прабхупада хотел проповедовать в коммунистических странах. He even came, he even went to Moscow. Он даже прилетел в Москву. So Prabhupada will be very pleased with our activities in Ukraine.
И Прабхупад был бы очень доволен нашей деятельностью на Украине. And it's by his mercy we go on. И по его милости все развивается. Prabhupada wrote a letter on August the 14th, 1976. В 1976 году, в августе, Шрила Прабхупад написал письмо. And he said the test of, one's dedication and sincerity to the Guru. Он в этом письме написал, что искренность и преданность гуру will be shown by how much you can cooperate together. Будет проявлена в том, насколько вы сможете сотрудничать друг с другом, To push on this movement. чтобы развивать это движение. And not create factions and deviate. И не создавать никаких фракций и не делать никаких отклонений. So there may be many followers of Prabhupada. И у Прабхупады могут быть множество последователей. But those that can cooperate together under the banner of the ISKCON society are showing a higher level of commitment to Prabhupada. И те, кто сотрудничает друг с другом под общим знаменем движения ИСККОН, они проявляют наибольшую преданность Шриле Прабхупаде. In 1973 he wrote another letter. В 1973 году Шрила Прабхупада написал еще одно письмо. If you feel at all indebted to me, you will preach vigorously like me. Шрила Прабхупада написал, что если вы чувствуете хоть какую-то благодарность ко мне, какой-то долг по отношению ко мне, то вы должны проповедовать так же мощно, как это делаю я. This is how you will repay your debt. Таким образом вы сможете отплатить свой долг. Preach vigorously like me. Если вы будете проповедовать так же мощно, как я. Cooperate in the movement. Если вы будете сотрудничать в обществе. Don't create factions. Не создавайте никаких фракций. You know, like sectarian groups. Какие-то сектантские группы. Srila Bhakti Tirtha Maharaj used to call it tribal consciousness. Бхакти Тиртха Махарадж назвал это сознание разных племен. Because in Africa you get all these tribes. В Африке есть разные племена. They don't like each other. И они не любят друг друга. The tribes. So tribal consciousness, sectarianism. И вот это такое племенное сознание, это сектантство. Sectarianism. My guru, your guru. Мой гуру, твой гуру. I'm from West Ukraine, East Ukraine. Я с Западной Украины, ты с Восточной. I'm rich, you're poor. Я богатый, ты бедный. So I'm sure Prabhupada will be very pleased with what's happening here in Ukraine. Я уверен, что Шрила Прабхупада был бы очень доволен тем, что происходит на Украине. So we continue to try to cooperate. Поэтому мы должны пытаться продолжать проповедовать, preach this mission. Сотрудничать и проповедовать в этом обществе. At the same time, concentrate deeply on your own bhajan. И в то же самое время сосредотачиваться, глубоко сосредотачиваться на собственном баджане. Chanting more rounds. Повторять больше кругов. More than 16, no harm. Повторять больше, чем 16 кругов, и вреда в этом нет. Going deeper into nectar devotion, bhakti rasamrita. Глубже изучать нектар преданности Бхакти Расамрита Синтхи. Chaitanya Charitamrita. Читание Чаритамрита. Spending time in Vrindavan, Mayapur. Проводить какое-то время в Вриндаване, Майяпуре. So it's like a railway line. Подобно двум рельсам. The one line is preaching in the mission. Одна рельса — это проповедь в миссии. Your contribution to Prabhupada's mission. Ваш вклад в миссию Прабхупады. And the other is your personal sadhana bhakti. И другое — это ваша личная садхана бхакти. This way you'll get so much kripa. Таким образом вы сможете получить много крипы. So thank you, Vishwaspasiva, Srivas Acharya, Srivas Pandit ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanand. Если есть вопросы, пожалуйста.
благо другим живым существам. И Бхактивinoda Махарадж во время своей последней дней он находился в настроении Васудевы Даты. Не могли бы вы сказать немножко больше об этом настроении? Правда ли, что все дживы в то время ушли благодаря Васудевы Дате, вернее, освободились? Во время лекции говорилось о том, что единственная цель жизни саду — это жить ради блага других. И когда в свои последние дни жизни Бхактивinoda Махарадж он находился в настроении Васудевы Даты, просьба рассказать побольше об этом настроении, и правда ли то, что все дживы Вселенной вернулись в духовный мир благодаря просьбе Васудевы Даты. Only reason for sadhu to live is for the benefit of others. During his last days, Srila Bhakti Maharaj, he was in the mood of Vasudeva Data. And can you tell please more about this mood of Vasudeva Data? And is it true that all jivas in this universe, they went back to the spiritual world due to his request? Madhya Lila chapter 15. Madhya Lila 15 глава. Vasudeva Data says to Lord Chaitanya. Vasudeva Data говорит Господу Чайтанье. Jivera, Sakla Brahmanda Jivera, Dukkha Diki Mora Hridaya. Mora Hridaya, my heart. Мора Хридая означает мое сердце. Breaks. Оно Dukkha Dukhi, to see the suffering of other living entities. Оно распадается на части, когда я вижу страдания других живых существ. Please transfer their karma onto my head. Mora Sire. Пожалуйста, перенеси их карму на меня, на мою голову. Let me suffer in hell, Naraka Bhog. Пусть я буду страдать в аду, Нарака Бог. When Guccia Bhava wrote, deliver them from their disease of material life. Однако избавь их от их болезней материальной жизни. In the purport, Prabhupada quotes Srila Bhaktisiddhanta. И в комментарии Прабхупада цитирует Шрилу Бхактисиддханту. And says that Vasudeva Data and Haridas Thakur are millions of times more advanced than Jesus Christ. И он говорит, что Васудев Дата и Харидас Такур в миллионы раз более сострадательны, чем Иисус Христос. Why? Почему? Because Jesus Christ was praying for his disciples. Потому что Иисус Христос молился о своих учениках. But Vasudeva Data was praying for Sakla Brahmanda Jivera, all the jivas in the universe. Васудева Дата молился о всех дживах во всей Вселенной. Secondly, Jesus was praying that their karma will be finished. И во-вторых, Иисус молился о том, чтобы закончилась их карма. Or sinful reactions. И чтобы были уничтожены все их греховные реакции. Where Vasudeva Data is praying that the material life is finished. Однако Васудева Дата молился о том, чтобы закончилась их материальная жизнь. And they go back to the spiritual world. Чтобы они вернулись в духовный мир. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta says Поэтому Шрила Бхактисиддханта говорит, that Vasudeva Data is universal love. что Васудева Дата является как бы примером такой вселенской любви. Then, when Lord Chaitanya heard Vasudeva Data speak like that, he began to weep. И когда Господь Чайтанья услышал эти слова Васудева Даты, он начал плакать. And then Lord Chaitanya said, "This is not surprising, Господь Чайтанья сказал, совсем это не удивляет, my dear Vasudeva Data. мой дорогой Васудева Дата. You have the complete mercy of Krishna." Ты обладаешь полной милостью Кришны. The word is Sampurna Prasad. Слово это Сампурна Прашад. And you are Sakshat Pralad. И ты являешься Сакшат Прахладом. You are directly Pralad Maharaj. Ты непосредственно являешься Прахладой Махараджем. Now this is an interesting point. И это интересный момент. Because he's not Pralad. Поскольку он не был Прахладом. Vasudeva Data is Madhubrata in Braj. Васудева Дата является Мадхубратой во Врадже. He's in Dasya Ras. Он находится в Дасья Расе. He's not Pralad at all. Он не Прахлад, никак. But this is Lord Chaitanya's passing sentence. Однако это было сказано под влиянием чувств Господом Чайтаньи. That's how you reconcile that.
Таким образом можно это как-то... So Lord Chaitanya said, Sakshat Prahlad. Господь Чайтанья сказал, Сакшат Прахлад. And then he said, actually, you don't have to suffer pap pala. И он сказал, что на самом деле ты не должен страдать пап пала. Pap, sin, pala, the fruit. You don't have to suffer the sinful reaction of everyone in the universe. Папа означает грех, и пала это плоды. И он сказал, что ты не должен страдать за грехи всех людей этой вселенной. Simply by your desire, every living entity can go back to the spiritual world. Просто благодаря твоему желанию каждое живое существо в этой вселенной может вернуться к Богу. And then Lord Chaitanya says, do you think that Krishna is incapable? И затем Господь Чайтанья спросил, ты что, считаешь, что Кришна не способный? And the word is asatam nahi. You think he's incapable? Ты что, думаешь, что он не способен это сделать? Sarvabala. You think Krishna doesn't have all spiritual strength? Ты что, думаешь, что Кришна не обладает всей духовной силой? No, he can take everyone back to the spiritual world, and you don't have to suffer. Он может забрать всех в духовный мир, и при этом ты совсем не обязан страдать. And then he told Vasudeva that simply by your desire, Затем он сказал Васудева Датте, что просто благодаря твоему желанию anyone can become a Vaishnava. каждый может стать вайшнавом. And when they become a Vaishnava, И когда они станут вайшнавами, Krishna protects them from all sinful reactions. Кришна защитит их от всех греховных реакций. Tuni Yanra Hita Vansha Saholi Vaishnava. That's the Bengali. Вот так это говорится на бенгале. Whoever's benefit you desire Кому бы ты ни пожелал блага, becomes a Vaishnava. он станет вайшнавом. And Krishna relieves all Vaishnavas from sinful reactions. Кришна избавляет всех вайшнавов от греховных реакций. And then Lord Chaitanya told Vasudeva that 3 times. Затем Господь Чайтанья сказал 3 раза Васудева Датте, My body is only meant for Vasudeva Dutt. что мое тело предназначено только для Васудева Датты. My body is only meant for Vasudeva Dutt. Мое тело принадлежит Васудева Датте. My body is only meant for Vasudeva Еще Dutt. раз, мое тело принадлежит Васудева Датте. And Prabhupada explains Vasudeva Dutt's the ideal devotee. И Шрила Прабхупада объясняет, что Васудева Датта является идеальным преданным. So we should also pray to Vasudeva Dutt Мы также должны молиться Васудева Датте, that his mood can come to us. чтобы его настроение пришло к нам. And that we can also pray for the benefit of И others. чтобы мы также могли молиться о благе других. And this was also the mood of Srila Bhakti Tirtha Maharaj. И это также было настроением Шрилы Бхактитирти Махараджа. It was also the mood of Srila Gaur-Govinda Maharaj. Также было настроением Шрилы Гор-Говинды Махараджа. Srila Gaur-Govinda Maharaj used to say, the sadhu's heart bleeds when he sees the suffering of other living entities. Гор-Говинда Махарадж говорил, что сердце садху истекает кровью, когда он видит страдания других живых существ. So these are very high sentiments. Это очень возвышенные чувства. And we have to pray to these personalities И мы должны молиться всем этим личностям, that a little bit of their mood can come to us. чтобы хоть немного от их настроения пришло к нам. Yes. So we pray to Vasudeva Dutt. Поэтому мы молимся Васудева Датте. And then the second part, did all the living entities go back to the spiritual world? И второе, то, что вы спрашивали, вернулись ли все живые существа в духовный мир? Antya Lila, chapter 3. Антия-лила, 3 глава. Lord Chaitanya asked Haridas Thakur, Господь Чайтанья спросил Харидас Такуру, how will all these yavanas go back to the spiritual world? как же все эти яваны смогут вернуться в духовный мир? And in that particular section, Haridas Thakur says, И там, в этом разделе, Харидас Такур говорит, when you appeared as Ramchandra, all the jivas in Ayodhya went back to the spiritual world. когда ты явился в Айодхе, как Рамачандра, то все жители Айодхи вернулись в духовный мир. And when you appeared as Krishna and also Lord Chaitanya, Когда ты явился как Кришна и также как Господь Чайтанья, all the jivas in the universe все живы во Вселенной went back to the spiritual world. вернулись в духовный мир. And the Bengali is И на бенгале это звучит Sakala Brahmanda Jivera. Brahmanda means universe. Браманда означает Вселенная. All the jivas in the universe Все живы во Вселенной went back to the spiritual world вернулись в духовный мир, when Lord Chaitanya came. когда пришел Господь Чайтанья. That's the evidence.
Таков ответ, такого свидетельства. So we should pray to these great devotees. И мы должны молиться всем этим великим Srila преданным. Vasudeva, Шри Васудев Дати, Srila Bhakti-tirtha Maharaj's mood. настроению Шрилы Бхакти Махараджа, So we can also have compassion. чтобы у нас также было сострадание. What's compassion mean? Что означает сострадание? Rupa Goswami gives definition. Роберт Госвами определяет сострадание. What's the definition? Как оно звучит? You cannot bear to see the suffering of others. Когда мы не можем равнодушно смотреть на то, как страдают другие. So that was Prabhupada, Это также проявлял Прабхупада, Vasudeva. Васудев Дати. And so many of Prabhupada's disciples are having that mood also. Также множество учеников Шрилы Прабхупады есть настроение. Now we must pray to them. И мы должны также молиться им, That we can have their mood. чтобы у нас было их настроение. Srila Prabhupada ki jai.